Итак, приветствую, друзья! С вами Назарий, и в этот день я запускаю небольшую серию, что ли, видео по созданию вот данной вот сцены. Почему на это потребуется несколько видео? Просто потому, что достаточно много объектов, в конечном итоге там контента выйдет часа на два, совсем с моделингом, там с светом, с текстурами. Вот, поэтому я бы не хотел делать подобные длинные видео, и поэтому пришлось это все разбить, ну, я думаю, части на 3. И в сегодняшней части мы займемся тем, что мы будем моделить, собственно, часть этого окружения. Посмотрим, в зависимости от того, сколько на это уйдет времени, мы будем отталкиваться таким образом, как мы будем это все как-то разделять, но как минимум какую-то часть уже объектов мы смоделим именно в этом ролике. Поэтому давайте приступать. Потом мы будем там свет накладывать, и в последнем видео, я думаю, что мы уже там все затекстурим и отрендерим. Вот, давайте моделить, собственно, что мы начнем сначала. Мы начнем вот эту вот книжечку, поэтому давайте, собственно, и приступим. Мы будем делать это из плейна. Плюс-минус определяем. Ну, конечно же, можно подставить изображение как референс и прям идеально выбрать, собственно, длину этой книжки, но я буду делать это на глаз, потому как это, в принципе, ну, не так уж и важно. Вот, хорошо. Теперь, что мы делаем? Давайте возьмем вот здесь вот экструднем. Посмотрим, какая у нас будет примерно толщина этой книжки. Давайте вот такая вот будет. И здесь выбираем вот пункт с примагничиванием, именно вертексы. Опять нажимаем E, X, чтобы только в X, в сторону X тянуть. Ctrl и наводим на какой-то вертекс, чтобы оно к нему примагнитилось. И сразу, если вы нажмете на Face Orientation, вы увидите то, что вывернуто все, да. Поэтому нажимаем Tab, A, чтобы выделить все. Alt-N, Flip. Вот таким образом книжка смотрит так, как надо. Далее, что мы видим здесь? Мы видим то, что нам надо сделать. Соответственно, вот такой вот разрезик. И тянем опять же таки в сторону X. Ну, где-то, я думаю, до... наверное, можно чуть-чуть дальше. До вот этого вот момента нажимаем Ctrl-B. Делаем два вот таких вот разреза. Опять же таки чуть-чуть в сторону оттащу. Так, и что я сделаю здесь? Я думаю, что даже надо сделать 3 таких разреза, поэтому еще раз Ctrl-B и добавлю вот так вот. Ну и примерно вот так вот, растаскиваю это все в стороны, чтобы у нас было чуть больше места. Затем выбираю средние вот эти вот линии, SZ, сжимаю по оси Z, но я думаю, не прям сильно, что-то типа вот этого. Затем нажимаем Ctrl-B, и вот так вот в стороны это все растаскиваем. Вообще можно сделать даже вот так вот, выделить еще вот эти грани. И теперь Ctrl-B. Так, я вижу то, что не хватает чуть-чуть глубины, поэтому я еще раз SZ. Затем Ctrl-A Scale, чтобы применить, собственно, scale вот этих вот точек. И выделяем вот эти наши ребра. Ctrl-B, нажимаем C на клавиатуре, чтобы у нас это все не шло дальше, чем нам нужно. То есть, вы видите, нету никаких оверлапов. А вот сейчас есть, когда я не нажимаю. Еще раз C. Все. Далее. Тут я хочу добавить чуть-чуть больше объема на вот этот вот корешок. Вроде бы это корешок. Опять же таки Ctrl-B, ну и примерно вот так вот. Затем выбираем вот эти ребра. И опять делаем Ctrl-B где-то до вот такого вот состояния. Думаю, вот как-то вот так вот, да. И вот у нас получилась плюс-минус эта же сторона. Может быть, она там чуть-чуть круглее, но это опять же таки не принципиально. То есть вы сможете это сделать и сами. Так. Затем добавляем модификатор, который называется Solidify. Он сразу вполне неплохую толщину выставил. Что мы делаем далее? Далее нам надо создать вот эту вот всю штуку. Поэтому мы возьмем, я думаю, что 2 стороны выделим. Затем Shift-D, правая кнопка мыши, чтобы вернуть на изначальное место. Нажимаем P на клавиатуре. Selection, чтобы отсоединить именно то, что мы выделили. Нажимаем... Так, тут не SZ, а сначала Set Origin to Geometry, чтобы оно по центру у нас Origin был. И теперь SZ, чтобы равномерно брать и уменьшать, собственно, всю вот эту вот штуку. Так, затем давайте в сторону вот сюда еще чуть оттащим, потому как у нас, как вы видите, вот в этом месте оно заходит за вот это вот
скругление. Думаю, вот так вот. И, в принципе, как это натурально для книжки, у нас есть торчащие, собственно, края для твердой обложки, но мы можем, конечно, еще в сторону чуть-чуть оттащить, где-то вот так вот. Ctrl-A, Scale. Так, затем здесь, что мы сделаем? Мы сейчас возьмем одну сторону, снизу вот эту, Shift-D, PKM, P на клавиатуре, Selection, чтобы отсоединить лишь один кусок, потому что он нам сейчас понадобится. Давайте возьмем вот эту часть. В Edit Mode переходим, выбираем эти две части и нажимаем F, чтобы заполнить. Ну и, в принципе, можно тут же сделать вот так вот. Чуть-чуть добавить скруглений. Так, тут они, в принципе, ну, в целом, не то чтобы сильно есть. Ну, хорошо, давайте не будем спешить, мало ли, что мы там потом с этим будем делать. Потому как деталей достаточно много, и не хотелось бы сейчас накосячить. Хорошо. Так, вообще эти страницы достаточно толстые здесь получились, поэтому здесь мы Solidify уменьшаем, я думаю, где-то до вот такого вот состояния. И поднимаем по оси Z вот эту часть нижнюю, и вот здесь оттаскиваем где-то вот так вот, чтобы плюс-минус впритык было. Так, тут я копирую и сюда вставляю. Так, и вот так где-то. И затем добавляем модификатор Array. Так, где там он? Единица здесь много, и нам не надо. Нам надо по оси Z это все делать. Так, и сколько у нас тут листиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 и 2 по бокам. Ну, я думаю, что этого мало, поэтому давайте побольше, может быть, сделаем. 6, давайте 8 хотя бы. Может быть, больше даже. Так, 10. Вот, но при этом оно толстенькое. Такое достаточно. Ну ладно, сейчас мы чуть-чуть это растаскаем. Издалека оно будет не таким толстым. Так, вот растаскиваем, чтобы были плюс-минус нормальные расстояния между этими штуками. Так, и вот мы сделали вот такие вот страницы, которые нам надо деформировать, собственно, как это есть вот здесь. Вот я пробовал разные пути, но ручной мне показался самый такой простой, понятный, контролируемый и без лишних заморочек. Поэтому что нам надо первостепенно сделать? Давайте возьмем вот эти два объекта, которые у нас есть. Внешние и внутренние вот эти вот страницы. И теперь возьмем, накинем, даже вот так два выделю. Даже все вот так вот выделил я, да. И теперь правой кнопкой мыши Subdivide. И давайте здесь выберем 15. Так, ну, наверное, 15 много. Давайте 6, а потом еще накинем Subdivision. И так, по идее, будет полегче вообще это все дело обстоять. И вот здесь, смотрите, мы создаем два лупката. Давайте их поднесем. Shift-Alt, вот так вот. Давайте их к краю сюда переместим, просто чтобы, когда мы добавим Subdivision, чтобы у нас тут не было, ну, таких странных чуть-чуть сглаживаний. Вот, хорошо. Что мы имеем? Имеем вот такие вот штуки. Теперь нам надо взять и создать щели в нужных нам местах. Что мы для этого делаем? Потому что если мы сейчас возьмем, выделяем, например, вот это, оно, ну, как вы видите, не совсем то, что нам надо. Поэтому нам надо сейчас взять и применить этот вот array. Вот. Так, возможно, Solidify. Посмотрите, в чем прикол, если мы сейчас возьмем Solidify в конец, сюда переместим. Так. Вот, у нас его не будет, просто потому что у нас здесь стоит Relative Offset. У нас как бы plane, то есть двухсторонний, двухплоскостной plane, он не вот этим Relative Offset, который по дефолту, он не arrayится, если можно так сказать. Поэтому мы выбираем Constant Offset, и здесь вот придется провернуть это все чуть-чуть сначала, но это, как вы видите, не сильно много времени займет. Так, в принципе, вот. И теперь нам надо что сделать? Array мы применяем, и затем A, P, by loose parts, чтобы отделить именно вот поединично. Вот. И что мы сделаем теперь? Вообще, кстати, даже не надо нам это все рассоединять. Возможно, мы сейчас сделаем это все в одном объекте. А ну-ка. Да, то есть мы, смотрите, мы выбираем пропорциональное редактирование. И так, и выбираем, в каком месте мы это все поднимаем. Вот я хотел бы вот здесь поднять, поэтому я вот так вот это выделяю. G. И давайте колесом покрутим. Вот тут чуть-чуть поднимем, тут мы растащим в стороны.
Так, тут мы тоже... Можно даже брать, вот так вот выделять S, Z и отскейливать. А там то, что надо доделать уже вручную. Так, затем давайте тут посередине. Здесь тоже вниз. Сейчас мы добавим Subdivision, и оно будет попрезентабельнее. Так, тут нам надо вот так вот чуть-чуть в стороны их растянуть. Даже буквально только с этой стороны, только с этого уголка, чтобы у нас было такие вот ребра. SZ сжимаю, поднимаю вверх. SZ сжимаю. Ну, чуть-чуть вот так вот. Может быть, сюда. Это сюда. SZ. Вот так вот. Так, и тут можно еще рандомненько вот так взять, потаскать, чтобы оно просто выглядело чуть-чуть более хаотично. Давайте сразу накинем Subdivision, просто чтобы проще ориентироваться. Так, что мы имеем? Смотрите, тут вот такое вот произошло, потому что нам надо взять, давайте только вот эту часть, нам надо взять, выделить вот эти ребра. Shift-Alt, так, проклацать их все. Shift-Alt, 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 Shift-Alt. И вот так клацаем на все. То же самое. Так, выделяем. Так. Напоминает чем-то времена, когда Пончик еще делал. Потому что тогда тоже было достаточно много ручной такой работы. Так, затем N. Нажимаем, открываем Item. И Min-Crease мы выкручиваем. Так, только тут у нас получается в чем проблема? В том, что у нас как бы есть Solidify. И мы... Ну, смотрите, кстати, так как у нас есть Solidify, мы, по идее, можем Bevel добавить. Давайте попробуем Bevel накинуть. После Solidify. Так, ну да, в принципе, работает. Ну, таким образом, все равно вы увидели то, что можно Min-Crease еще накинуть, и оно не будет сглаживать те вещи, на которые Min-Crease накинут. Я сниму его. Так, и у нас теперь вроде сглажено, да? Вот немножко тяжело здесь смотреть. Вот, а так вот получше, в принципе, более видно. Да, и у нас теперь оно тут такое сглаженное. Bevel я бы чуть-чуть... Тут надо подыскать нужный параметр. Так. Давайте, может быть, 2 сегмента. Вот. Хорошо. Все, он такое гладенькое вполне. Вот. Так, что мы имеем? Теперь нам надо еще чуть-чуть бы я пораздвигал бы их здесь. Может быть, вот здесь вот бы сжал бы. Потом сюда. Потом вот здесь вот. Тоже сюда. Тут вниз, и мы засунем сюда вот эти 2 листа. Ну, возможно, потом еще придется это все подтянуть, но в целом не то, чтобы мы уже не знали, как это сделать. Давайте тут чуть более хаотично, тут хаотично, тут. Короче, делаем это все хаотично. Вот, в принципе, страницы у нас получились. Так, давайте только... я бы что хотел? Я бы хотел все-таки тут чуть-чуть подвигать. Может быть, вот так вот. Тут вот так вот. Так, и в принципе... Вот, и у нас получилось сделать эти страницы, только вот тут вот оно вылазит. Надо его приподнять. Вот, и мы можем Shade Autosmooth. Они, слава богу, вернули этот Shade Autosmooth, потому что до этого его не было. Опять Shade Autosmooth. Сюда Shade Autosmooth. И смотрите, вот есть вот такие вот у вас вещи. И это можно исправить, если выбрать 60. Вот, теперь оно здесь гладенькое. Затем сюда мы накидываем Bevel. Я думаю, Subdivision нет смысла добавлять. Нам бы только чуть более гладенько это все сделать. 2 сегмента. Хотя, может быть, и Subdivision можно добавить. Давайте попробуем. Subdivision Surface. Сцена у нас будет, в принципе, такая наполненная, поэтому с этим бы я был поаккуратнее. Так. Ctrl-B. И вот так вот в сторону растащу, просто чтобы потянутости не было прям таких. Вот. И вроде бы эта часть есть. Хорошо. Что мы делаем теперь? Давайте добавим вот эту вот ерундовину. Делаем 2 вот таких вот разреза. Здесь. Shift-D. Правая кнопка мыши. P. И выбираем Selection, чтобы отделить то, что мы выделили. Так. Теперь экструдим это в сторону. И SZ. Так, это что у нас тут? Неплохо оно так сделало. Alt-N.
Recalculate outside. Неплохо оно так его покорежило. Так, затем SZ, чтобы создать именно толщины здесь по бокам. Точнее, не SZ, а SY. И тут мы соединяем вот эту вот историю. И тут вот соединяем. Пока что Subdivision выключу. Так, значит, по Z надо вот тут выровнять, чтобы не было никаких щелей. Так, вот сделаем. Теперь выбираем вот это ребро, вот это ребро, вот это ребро и вот это ребро. И делаем Ctrl-B. Ну, добавляем, я думаю, достаточное количество сегментов. Давайте не будем жлобиться. А нажимаем, чтобы выделить все. Alt-S, чтобы в сторону его растаскать чуть-чуть. Вот, хорошо. Shade Autosmooth. Так, теперь нам надо Ctrl-A Scale, во-первых, чтобы применить, собственно, сам Scale. И тут я бы хотел с бевелом чуть-чуть поиграться. Давайте еще сегментиков. Так. И 60 поставлю. Так, Shade Autosmooth у нас тут на 30. Тоже ставим на 60, чтобы было гладенько. И теперь нам надо вовнутрь вдавить. Сколько тут? Раз, два, три. 3 вовнутрь надо сделать, да? Значит, считаем. Так. 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 Раз, два. Стоп. Раз, два и 3. Вроде бы так. Так. Нет, не совсем так. Так. А ну-ка. Ctrl-B. Может быть, вот так вот. Так, раз, два, 3. Хорошо. Чуть-чуть стяну их по оси Z. Так, и теперь мы делаем Alt-E. Extrude Edges. Так, нет, что-то оно не так. Как-то странно экструдит. Так, давайте по оси Z сожмем. Просто по оси. Может, даже лучше наоборот это сделать. То есть вот так вот. Вот так. Вот так и вот так. Так, SZ. Сюда. И SY. Так, смотрю. Что тут у нас получается? Так, хорошо. Сейчас как бы его лучше так сделать. Давайте вот так попробуем. Ctrl-B. Так, куда оно там улетает? Я бы даже, наверное, все выделил уже, что ли. Чтобы для всех сделать вот это вот скругление. Ctrl-B. Так, а что если мы возьмем чуть-чуть меньше? Ctrl-A, Scale. Так, тут как-то с этим тяжело, может быть. Bevel нам поможет исправить эту ситуацию. Больше Subdivision. Так. Alt-S, а ну-ка. Тоже нет. Так, да, есть некоторые моменты, которые меня в ступор иногда вводят. Так, ладно, вот так вот. По Y. Ctrl-A, Scale. Так, может быть, применить, собственно, Solidify-чик вообще. Что мы здесь имеем? Ну-ка, вот это сюда. Расширим в стороны. Вот. О, вот так уже получше. Вот так уже почти то, что надо. Так, тут немножечко изогнутое осталось от того, что мы там изгибали, но... Или нет? Нет, по-моему, нет. Но не принципиально вот так вот. Так, хорошо. И теперь... Что если 90? Нет, ну оно так сильно геометрию корежит. Хорошо. Так, Subdivision, в принципе... Ну, больше, наверное, накидывать не стоит, потому что, в принципе, не сильно много в этом смысла, так как это будет слишком далеко, оно будет не так хорошо видно. Давайте по иксу еще чуть-чуть, чтобы оно было более плавным. Вот, и получилось фактически то, что на референсе. Теперь нам надо разместить это все вот сюда. С этой стороны там нормально все. Нет, чуть-чуть зашло.
Поэтому отключу пропорциональное редактирование, просто чтобы случайно что-то не сломать. То же самое сюда. Так, вот. Все. Ctrl-A Scale. Хорошо. Далее. Что у нас? Давайте закладочку вот эту вот сделаем. Plane. Так, стоп. Мне не нравится вот это ребро, поэтому я его уберу. Вот это и снизу то же самое. X. Dissolve Edge. Так, а что оно так? Что оно так покорежилось-то? Такого быть не должно. Давайте выделим дважды G сюда, посередине. И дважды G. Так, вот это оно. Вот это оно. Дважды G. Нет, или вот это. Что у нас тут с бевелом? 30. Понятно. Ctrl-Z. Так, отменяем, отменяем, отменяем. 60. Думал, что здесь 30. Окей. Так, хорошо. Даже получилось более подходяще. Так. Да, так, plane мы тут сделали. И сделаем мы теперь вот так вот. Он у нас там сверху идет, поэтому давайте разместим его, собственно, сверху. По толщине он плюс-минус вот такой вот язычок этот. Так, теперь нам надо взять это все, по сути, наэкструдить. Это не так уж и сложно. Не такая сложная вот, собственно, деталь, поэтому давайте экструд по Y, вниз, экструд по Y, опять вниз. Это, конечно, можно было ПКМом делать, но, типа, зачем? И вот так вот. Тут мы сделаем чуть больше так вот. Более импровизированно, что ли, руками нашими. Так. Да, и нам надо сейчас это на один уровень вообще выставить. С вот этой вот частью. Поэтому GZ сюда. GZ сюда. Так, тут надо бы... Думаю, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот. Теперь Ctrl-R. Здесь мы вот так вот тянем. И тут чуть-чуть назад. Так, теперь мы делаем Shade of the Smooth. Ну и вообще, можно даже не добавлять Subdivision, а самим это все вот так вот забевелить. Просто зачем такой маленькой детали Subdivision еще накидывать лишний раз. Ну, только смотрите, чтобы у вас нормально это получалось. Так, и тут. Ну вот, и в принципе, вот так вот и у нас получилось это все. Давайте теперь Solidify. Прям совсем чуть-чуть. Прям вот так вот. Да, и вот такой вот язычок у нас, собственно, здесь и получился. Далее. Так, далее я попью воды. На самом деле, мне кажется, то, что это видео уже идет минут 15 точно. Но я только что глянул, и оно идет 23 минуты. Ну, что ж, давайте чуть побыстрее. Тогда сюда. Так, это вот сюда. И теперь давайте сделаем 2 раза Subdivide. Не будем сейчас мы страдать с этими модификаторами, просто это все вручную загнем, потому что, ну, это будет банально быстрее. Так, тут тоже мы это все выделяем. Вниз. Еще вниз. Можно вот чуть-чуть вот так сделать, включить опять редактирование. Увеличить вот эту вот штуку. Чуть-чуть вот так как-то. Покорежить Shade of the Smooth. Так. Чуть-чуть вот сюда. Ctrl-P. Так, хорошо. Так, и это у нас будет... Это у нас будет верхняя. Верхняя вот эта ерундовина. На нее я сразу Solidify тоже накину, кстати. Возьму, скопирую отсюда, Ctrl-L. Даже не так. Смотрите, включайте в этих новых аддонах Copy Attributes меню. Очень полезный аддон. Get Extensions уже. Вот, Copy Attributes. Copy Attributes меню, ставите его и просто забывайте обо всяких тяжелых ситуациях с модификаторами. Ой, так, я скопировал, надо Ctrl-C, так. Copy Selected Modifiers и Solidify-чик. Вот, окей. Но он, по-моему, скопировался, поэтому окей.
принципе, я вам хотел показать это. Так, у нас тут их два, да, получается? Да. Удаляю. Наверное, чуть-чуть, буквально потолще стоит сделать. Буквально немножечко. Так, засовываем его тут подальше. Он у нас тут, в принципе, достаточно далеко. Крутим чуть-чуть. Так, и приподнимаем. Хорошо. Сейчас мы там это все поправим еще. Теперь вот так вот. Думаю, даже RZ 180. Хотя нет. Так тяжелее, наоборот, будет. Тут крутим вот так вот. Наоборот. Наоборот, да. Сюда перемещаем. Ну и примерно выставляем, как оно там. Так, а тут можно вот так. И вот так. Приподнять. Так, хорошо. Теперь давайте поправим. Тут, в принципе, нормально. Но вот... Я бы чуть выше, наверное. Хотя... Нет, выше я не буду засовывать. Так, давайте выделим нашу бумагу. Выделим наши точки. Чтобы оно просто не пересекалось как-то так тяжело. Хотя, опять же таки, к этому рендеру у меня есть много вопросов. Я не знаю, я забыл вообще упомянуть в начале то, что это вообще-то рендер Microsoft. Ну, наверное, как-то в названии это будет так или иначе участвовать. Вот, в принципе, то, что там чуть-чуть вылезает, это уже такое. Вот, и у нас получилось сделать, собственно, вот такую вот историю с вот этой вот книжкой. Вроде бы на самой книжке больше ничего нет. Вот. Поэтому, да, давайте еще что-то сделаем, потому что я в целом не хочу делать прям сильно длинные видео, потому как я понимаю, что они, ну, их мало кто смотрит вообще. Давайте выделим все, New Collection, и назовем Book, например, да. Вот. И теперь мы его просто скроем. Все, у нас есть книжка. Что мы сделаем дальше? Давайте, я думаю, вот эту часть, почему бы и нет. Вот эти две части сделаем и посмотрим, может быть, еще что-то. Так, пока что по размерам не паримся, потому что потом мы это все будем еще подгонять. Ctrl-A Scale. Так, теперь мы тут делаем как? Выделяем вот эти ребра. Min Bevel Weight ставим единицу. Затем добавляем Bevel. И выбираем здесь вместо Angle Weight. Теперь мы можем только вот эти штуки менять. Давайте накинем 8. Shade of the Smooth. Затем еще один Bevel. Поэтому дублируем. И здесь выбираем уже Angle. Но сильно уменьшаем эффект, да? Плюс-минус как вот здесь вот. Но тут в любом случае оно еще спереди есть. Я так понимаю, дополнительный какой-то плейн. Ну, может быть, тут нам что-то подскажет. Ну, допустим, вот такие вот у нас будет фаски. Я думаю, где-то вот так вот нормально будет. Ну вот, теперь Shift. Даже нет, подождите секундочку. Чуть посильнее скругление это сделаем. 35, может быть. Да, вот так вот сойдет. Так, теперь Shift-D. И в сторону вот так вот оттаскиваем. S, X. И уменьшаем до состояния, ну, вот какого-то вот такого Ctrl-A Scale. Вот, и тут у нас есть такой вот шов, который нам надо сейчас очень деликатно убрать. С зажатым шифтом тянем вот этот вот ползунок, и все, мы его убрали. Хорошо. Что мы имеем теперь? Теперь нам надо сделать вот эту часть. Она на самом деле такая чуть-чуть хитрая, потому что сейчас надо будет это все вырезать. Поэтому, да, сейчас мы немножечко на этом застрянем, но буквально самую малость. Как мы это сделаем? Мы, во-первых, дублируем это все, потому что тут, блин, без дубликатов не обойтись. Теперь нам надо включить аддон, который называется Bool Tool. Ну, по сути, это просто упрощение работы с булианом, поэтому, да, имейте это в виду. Теперь вот этой вот штуки мы делаем сейчас гору. Во-первых, нам надо повернуть по оси X на 45 градусов, поэтому пишем RX 45. Затем первый bevel мы уменьшаем, ну и берем примерно вот такой же угол, который у нас здесь есть, ну, я думаю, где-то такой. Так, теперь давайте это все размещать. Где у нас это все? Вид слева, по-моему, да? Вот вид слева. Так, и смотрим. Там оно пересекается аж вот сюда, где-то от вот этой части. Чуть-чуть увеличиваем, я думаю. Как-то вот так вот. Ctrl-A Scale. Так, и... Так. Дублируем. Затем вид, опять же таки, слева.
Уменьшаем, делаем пока что, ну, нужный нам размер, да, вот всего вот этого. Я думаю, что имеет смысл чуть-чуть в сторону сместить, чтобы 3/4 было по вот этой вот линии. Так, мы видим то, что вот эта вот задняя часть, она заходит за переднюю, но, в принципе, оно и логично, потому что тут, блин, намудрено. Так что давайте как-то это решать. Что надо сделать? Опять же таки, мы берем, расширяем вот так вот, потому что сейчас нам надо будет вырезать. Ctrl-A Scale. Так, и теперь нам надо взять, я бы накинул чуть больше модификаторов. Ой, не модификаторов, а сегментов. Поставил бы 12, просто чтобы оно лучше вырезало. Тут то же самое. 12, вот для каждой этой поменяли, да? Так, затем дублирую вот это, в стороне там где-то оставляю. И тяну вот сюда. Выбираю вот этот объект, затем шифтом вот этот. Ctrl, секундочку только, наверное, я бы его еще тоже продублировал. И вот этот бы тоже пока что продублировал, потому что тут очень легко запутаться с этим вырезанием. Так, теперь вот этот, Ctrl-минус. У нас вырезало вот так, но что нам надо вообще сделать на самом деле? Кстати, да, все нормально. Так, здесь где у нас тут этот bevel, точнее boolean. Intersect выбираем. И вот такой вот мы шматочек, собственно, и отрезали. Так, теперь, чтобы это применить, надо, по идее, применить все, что у нас есть вообще до этого. Вот. Но, возможно... Ну да, потому что тут у нас возникают потом такие проблемки. Но, в принципе, сейчас это даже к лучшему, потому что мы так сможем проще добавить назад эти фаски. Так, да, тут нормально все. Тут чуть-чуть назад, чтобы оно пока что мне не маячило. Теперь нам надо сделать ту же самую историю для вот этого. Поэтому, опять же таки, я лучше продублирую на всякий случай. То же самое делаем сюда. Так, и здесь мы intersect применяем. Так, хорошо, у нас два таких кусочка есть. Тут, опять же таки, походу, вот это самый задний объект, в принципе. Да, поэтому, так, смотрим, что у нас тут получается. Давайте попробуем на это накинуть bevel. Так, тут у нас с этим все окей, только тут острое ребро появилось. Я думаю... так, ну bevel weight это, по-моему, тот, который был. 60. Тут тоже 60. Так, и здесь 60. Ну, тут 60. Хорошо, теперь давайте... так, у нас тут два бевела. Какой-то не отрабатывает. Какой-то... Ну-ка, может быть... Нет, scale нет. Давайте AM by distance. Проверить просто, есть ли у нас какие-то лишние вертикали. Так, вот это по-любому помешает бевелу, поэтому мы... что делаем? Смотрите, нажимаем вот эту вот галочку. Ну, вот эту вот иконочку. Выбираем наше ребро, дважды G, и тянем вот к этому ребру. И тут они уже соединились. Давайте проверим, есть ли у нас что-то здесь такое. Но вроде бы нету. Так, только вот это мне не надо, поэтому min bevel weight я тут снимаю. Тут, по идее, то же самое будет, поэтому тут min bevel weight я тоже снимаю. Да, вообще, в принципе, я так понимаю, что они мне везде не нужны, поэтому... Ну, кроме верха. Вот наверху они нужны были. Поэтому только тут min bevel weight. Тут то же самое. Так, тут надо. Ну и, собственно, тут уже bevel, в принципе, применился. А тут у нас применился только один. Второго нет. Сейчас и второй применится. Давайте дублировать. Так, не weight, а angle. Вот, теперь мы можем, в принципе, с чистой душой удалить вот эти вот две части. Есть только такой прикол, то что тут, давайте AM by distance. С зажатым шифтом вот тут вот потянем. Так, я не могу понять, что тут мешает. Вероятно, мы можем взять вот это ребро, потом вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. X, Dissolve Faces. Вот, теперь у нас, точнее, Dissolve Edges. Вот, теперь у нас этот bevel отработал лучше, и мы теперь можем это все дело поднести, собственно, вот и сюда. Вот тут, я так понимаю, он чуть-чуть находит на него. Но я не хочу прям так делать, поэтому сделаю вот так вот. Так, а тут у нас... Что? В принципе, это будет вид сверху, поэтому... Тут у нас ничего, это не принципиально. Добавляем теперь шарик. Давайте UV-сферу. Shade Smooth.
Уменьшаем. Так, вид слева. Ну и тут я уже сам подберу, куда оно будет садиться лучше, потому что мне не сильно нравится, как это на самом рендере. Так, лево. Может быть... Вот сюда бы я разместил его, да? Вот, и чуть-чуть поменьше. Вот, хорошо, окей. Это у нас есть. Так, теперь... Ах, да. Ах, да. Куда ж мы его размещаем, елки-палки? Надо к этому, вот. Поэтому подтягиваем просто. Так, теперь давайте сделаем вот этот вот курсорчик. И я думаю, что закруглимся с сегодняшним видео. Так, мы его делаем вполне просто. Plane. Тут мы вот так делим. Тут мы в центр соединяем. Вообще, чтобы просто не было прям как-то много комментариев по поводу того, что ой, что так долго объясняешь. Я объясняю тем людям, которые это не понимают, потому что ко мне приходят как те, кто понимает, так и те, кто не понимает, и я даже не знаю, на кого лучше ориентироваться. Но так как это, ну, мои видео, они все-таки больше для новичков, поэтому лучше я на них и буду. Поэтому, да, извиняйте, что медленно, но хочу объяснить. Смотрите, мы выделяем наши вот эти вот уголки, Ctrl-Shift-B, и мы не делаем вот так вот, потому что у нас некрасивые скругления. Мы делаем вот так, мы выбираем только два. Выбираем нужные нам скругления, даже давайте отдельно их, потому что там разные размеры. Ну, вот этих уголков, да. Давайте еще чуть сильнее. Так, Ctrl-Shift-B. Вот так вот. Ctrl-Shift-B. Ну, и я думаю, вот так вот. Теперь мы вот это вот берем. X, Dissolve Faces. Опять выделяем вот эти точки. И теперь уже мы можем делать для них всех. Ctrl-Shift-B. И добавляем просто сегментиков. Ну, так как тут у нас больше, ну, типа в плане, здесь у нас более узкий угол, стоит вот так вот отдельно, чтобы оно просто состыковывалось. Давайте вот так вот накинем. И вот так вот. Хотя, может быть, это много, но давайте продолжим пока что с этим. Solidify, чуть уже устал разговаривать, ну, ладно, что поделаешь-то. Такое, позволяю себе некую фривольность в этом видео. Так, смотрите, тут оно не соединяется, потому что надо сделать AM by distance. И у нас то, что было слишком близко, оно как бы спаялось. Хотя странно, тут как бы я включил, тоже должно было. Ну ладно. Так, добавляем больше сегментиков. В принципе, вроде бы все. Да? Да. Ну и размещу уже здесь, раз оно находится в этой вот, собственно, плоскости. Ну, опять же таки, чуть-чуть по-другому мышка выглядит, но... Ну, курсорчик точнее, но... Что поделаешь? Так, normals, weighted normal. Это для того, чтобы не было вот такой вот ерунды. Сейчас попытаюсь найти этот угол. Возможно, вот так вот будет лучше. Так, тут тоже не видно. Тут не видно. Ну, короче, тут потянутость вот есть она. Я люблю это слово, поэтому включаем, и вот видите... Все, сразу красота. Так, да, так, теперь давайте какой-то прикольный, не знаю. Так, это что-то глаза давит. Эх, ладно. Во, самый классный. Так, хорошо. Что мы здесь сделаем? Теперь давайте в новую коллекцию. Как мы это назовем? Назовем это, например, галерея. Похоже на иконку галереи. Теперь давайте сделаем вот эту вот верхнюю часть. Что мы возьмем, продублируем вот эту вот штучку. Так, это у нас, собственно, такой вот объект. Мы его закинем в новую коллекцию. Назовем ее Notes, я думаю. Так, Notes. Все, мы ее сделали. Так, это у нас находится в галерее, соответственно, мы это скроем. И здесь нам по толщине, в принципе, можно чуть-чуть побольше сделать, но нам надо взять это, продублировать, Shift-D. Так, секундочку. Так вот. Вот, и так, давайте сразу, даже не так, вот эту одну удалю, а сейчас просто все настройки накину по вот этому вот bevel. Так, нам надо сначала сделать ее потолще чуть-чуть. Я думаю, как-то вот так вот, Ctrl-A, Scale. Так, теперь можно bevel, так, не этот, сделать таким, чтобы тут были вот такие вот, ну, как будто бы полосы, что ли.
Вот, хорошо. Этот объект у нас есть. Мы его дублируем. Затем добавляем модификатор array. Так. Так. Я его в сторону оттащу, еще раз продублирую, потому что это будет два отдельных объекта. Вот, нам надо будет передний согнуть, а здесь мы... Ну... Ой, что я бабл кручу? Здесь нам надо расстояние увеличить. Где-то вот до такого. Затем вид сверху. Shift-D дублирую примерно на такое же расстояние, но просто, чтобы потом с материалами не возиться. Вот. Так. И затем подсовываю вот это на такое же расстояние. Так, а вот тут нам надо сделать вообще как? Нам надо одну сторону отделить. Вот тут она уже выделена. Нажимаю P Selection. Мы по Selection взяли это все, как бы отделили. Так. Здесь у нас weight, но давайте вот так вот angle поставим, чтобы оно просто взяло для вертексов, сделало вот это скругление. Так, и теперь нам надо все это взять и скруглить. Как мы это сделаем? Мы, во-первых, применим вот этот вот bevel. Этот bevel мы удаляем. Тут, в принципе, нам не надо он сейчас. Так, и по оси X 45 градусов крутим. Так, вид слева. И затем нам надо создать нормальный разрез здесь. Вот я здесь уже сделал одну точку. Здесь опять сделаю Ctrl-R. С помощью J соединяю. Так, теперь можно сделать Ctrl-B. Ну и примерно... Даже может быть... Да, как-то вот так вот. Так, Ctrl-B. Нажал двойку, чтобы в режим работы с ребрами перейти. Так, вот так нормально пойдет. И вот здесь тоже два сегмента. Хотя даже как будто бы это много. Я сделаю Dissolve Edges. И здесь разочек разрежу. И тут то же самое. Так, J и J. Затем тоже J. Так, а ну вот здесь вот мы пока что это трогать не будем. Как мы теперь будем с этим работать? Вид спереди, или хотя бы примерно спереди, мы выделяем... Так, выделяем вот... Что у нас тут, сколько загнуть надо? Ну да, вот эту вот часть, и нам надо сделать... Так, Shift-S, курсор to selected, затем с помощью Ctrl вот это вот выделяем. И теперь нам надо сделать работу от 3D-курсора. Если мы будем по оси Y крутить, то оно будет вот так вот теперь изгибаться. И нам надо сейчас это плавно изогнуть. Так, может быть, даже не от 3D-курсора, а от активного элемента будет проще. Так. Вот так вот. R, Y. Вот так вот. Так. Выделяю сначала фейсы, потом нажимаю двойку. С шифтом клацаю на ребро, потом еще раз клацаю, чтобы оно стало активным. Так, и по оси Y, собственно, кручу его. Так, и в принципе осталось еще вот здесь то же самое сделать. Чтобы просто дозагнуть. Ну, я думаю, как-то вот так вот. Но вообще, давайте чуть-чуть доработаем, просто чтобы оно выглядело поплавнее. Вот. Так вот. Может быть. Так. Но только здесь вот надо тогда разогнуть, потому что тут уже оно не надо будет. Так, вид спереди. Ну, как-то вот так вот оставлю. Так, в принципе, давайте по x опять минус 45 напишем. Вот тут у нас есть наше вот это вот скругление. Так, и в принципе его, я думаю, хватит. Что теперь можно сюда сделать? Сделать Subdivision Surface.
здесь градус поставить 60. Так, скругление вот это вот у нас есть. Давайте накинем Solidify, попробуем сделать его. Посмотрим, как он отработает сейчас. Even thickness, чтобы одинаковая была толщина. Так, и... Ну, на глаз. Вот так вот сделаю. Так, хорошо, теперь надо здесь, я думаю, еще один Subdivision накинуть. Даже вот так вот до тройки. Вот, теперь выделяем вот этот вот объект. Ctrl-C. Copy Selected Modifier. И вот второй bevel, который нам надо, но который сейчас не отработал. Так, а почему? Из-за... Так, стоп. Где он? Вот здесь вот. Не отработал из-за чего? Может быть, из-за того, что Subdivision здесь сначала. Давайте попробуем сначала Bevel, а потом уже Subdivision. Так, только здесь Bevel надо 60 градусов поставить. Даже больше, что ли? Так, стоп, но это не тот Bevel немножко. Тут у нас, получается, стоит сейчас Angle. Нам надо, по сути, только вот эти вот... Точнее, да, нам надо только вот эти вот вещи. Давайте на них мы Shift-Alt поклацаем, чтобы выделить вот эту вот часть. Затем, так, в Item Min Bevel Weight выкрутим на единицу. Здесь поставим... Давайте попробуем так. Weight. Все. Bevel применился только вот сюда. Ну-ка. Так, тут явно, опять же таки, сохраняется какая-то проблема. Теоретически из-за вот этого, Dissolve Edges. Ну да, из-за этого оно, правда, становится тогда более таким угловатым все. Давайте сейчас как-то попробуем это исправить. Так. Я здесь сделаю разрез. А ну-ка так, Dissolve, нет. Dissolve Vertices. Вот, мы сохранили эти точки. Но теперь... Можно попробовать вот так вот поделать. Посоединять вот здесь. Вот здесь. Здесь и здесь. Так, хорошо. Вот, и в принципе мы сделали этот изгиб. Вроде как особо никаких проблем нет. Так, хорошо. Только здесь bevel сильнее сейчас. Надо его поменьше сделать. Сильно поменьше. Как-то вот так вот. Ну вот. Пойдет. Так, теперь нам надо взять вот эти вот штучки сделать, передние. Крышки, что ли. Давайте создадим цилиндр. И его вот так вот уменьшим. Так, вид слева вроде как у нас. Так, и примерно по ширине оно должно быть... Если еще чуть-чуть уменьшить. Что-то типа такого. Так, и высуну это на середину. Ctrl-A, Scale. Shade of the Smooth. Так, затем выделяю вот эти вот крышки по бокам. Ctrl-B. Нажимаю C на клавиатуре, как, ну, S, полумесяц. Вот, и делаю, собственно, вот такие вот вещи, в принципе, как и вот здесь. Вот. Ну, если нам кажется то, что это получилось как-то слишком тонко, мы можем просто... Вот так вот в сторону это все потянуть. Еще уменьшить. Еще потянуть. Ну и в принципе должно быть уже нормально. Set region to... Так, geometry. Так, и тут у нас... Ну, примерно по центру мы здесь его вот так вот поставим. Так, по высоте чуть-чуть, я думаю, повыше. Ну, правда, мне кажется, что он маленький получился. Давайте вот так вот побольше этот текст. Shift-D. И теперь наоборот. Надо... оттянуть в сторону. Так, и в принципе этот объект мы сделали. Я думаю, что на этом все. Мы в следующих уроках продолжим делать оставшиеся объекты. Я надеюсь, что это будет для вас интересно. Потом мы все остальное доделаем с материалами, со светом. И да, в целом это все. С вами был Назарий. Оставляйте ваши комментарии, какие-то вопросы. И всем пока.